Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю сочную тушеную капусту с фаршем на сковороде. Очень простое, домашнее и вкусное блюдо. И, кстати, ее можно подать не только к обеду или к ужину, а это также и прекрасная начинка для пирогов и пирожков. Для рецепта мне понадобится чеснок, режу средними кусочками. Средними кубиками режу лук. Морковь натираю на крупной терке. Не слишком тонко шинкую капусту. Разогреваю сковородку, наливаю немного растительного масла и также добавлю небольшой кусочек сливочного. Сначала отправляю обжариваться лук до легкого золотистого цвета. Добавляю чеснок, обжариваю буквально минутку до появления аромата. И теперь добавляю морковь. Слегка обжариваю, чтобы морковь стала мягче. Благодаря добавлению сливочного масла морковь проявит весь свой вкус и цвет. Добавляю в сковородку фарш. Можно использовать любой, какой вы хотите. Говядину, свинину или даже курицу. Обжариваю. По вкусу добавляю соль, перец и другие специи. У меня здесь смесь итальянских трав, 1 чайная ложка, сушеный чеснок, 1 чайная ложка и паприка, также 1 чайная ложка. Я сейчас все обжариваю на большом огне. Мне не надо, чтобы фарш тушился, а хочу, чтобы он так слегка обжарился. Когда фарш полностью поменял свой цвет, сдвигаю его немного в сторону, добавляю томатную пасту и слегка ее обжариваю. Так паста будет намного вкуснее. И также сразу я добавляю чайную ложечку сахара для баланса вкуса. И теперь все перемешиваю. Огонь делаю тише и добавляю капусту. Сейчас кажется, что капусты очень много и она не поместится в сковороду. Но, конечно, капуста быстро осядет. Я ее добавляю сейчас не сразу всю. Жду, когда эта партия немного осядет и добавлю остальную. Вливаю в сковородку немного воды, где-то миллилитров 50-80. Посмотрите, как уже сразу осела капуста. И я добавляю оставшуюся. Если вы видите, что капуста не дает достаточно влаги, можно добавить еще немного воды. Огонь делаю тише, закрываю крышкой и таким образом тушу капусту на небольшом огне примерно минут 20-25. Конечно, степень готовности капусты определяйте сами. Также в капусту добавляю 1 небольшой лавровый лист. Пишите в комментариях, любите ли вы лавровый лист в тушеной капусте. Я просто обожаю этот аромат. Периодически я поднимаю крышку и все перемешиваю. Обязательно попробуйте капусту на вкус. Мне не хватает соли, я добавляю. И также я хочу добавить небольшую кислинку. Выдавлю сок половины лайма. Если хотите, можно добавить ложку уксуса. Тушу еще буквально 5 минут и все готово. Капуста уже готова, лишняя влага выпарилась. Сковородку выключаю. По желанию можно добавить немного зелени. У меня небольшой пучок укропа. Капуста получилась очень вкусная. Обязательно ее приготовьте. А я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Всем пока!